смягчается в свое вот это вот русло, как общепринятое. Поэтому, чтобы это где-то там внутри осталось, нужно его поддерживать. Поддерживается разными практиками, упражнениями. Вот. Поэтому я вам всем очень-очень-очень рекомендую все то, что у нас будет чат, и в чате будут эти задачи. Задачи разные, на очищение, на расширение вот этого своего энергообъема. Чаще всего, ну вот я даю такую задачу, например, здороваться с людьми на улице. Ну, многие, кто в каких-то практиках был, наверняка, это, ну, как называется, где-то социальные растяжки, еще что-то. Что это дает? Твой мозг живет в общепринятых рельсах. И чтобы его оттуда выбить, нужно сделать что-то нестандартное, что-то не то, что обычно ты делаешь. Подойти к незнакомому человеку на улице, сказать «привет» – это сложно. Мозг твой сейчас сразу скажет «ой, да ну подумают, дура». Не важно, что подумают. Если ты подходишь вот с этим состоянием, как вы вот здесь друг к другу подходили «привет», «здравствуй, родная душа». И вот в этом состоянии подойти к человеку, сказать «привет». В Москве это гораздо сложнее, поэтому у вас будет очень круче практика, потому что в Сочи они такие говорят, да блин, у нас все тут здоровые, все нормально, вот, а здесь все в наушниках ходят и в смартфоны тупят. Поэтому эта задача выглядит сложнее, но она осуществима, и когда ты это делаешь, я обычно своим говорю так, что чувствуешь, энергии нету. Самый лучший вариант, это работает, кстати, и с энергией, и с деньгами. Деньги, как мы все знаем, это материальная энергия. Если у меня нет денег, мне нужно кому-то отдать. Тогда приходит. Ну, последнее, там где-то найти что-то, не жопиться, а отдать. То же самое с энергией. Когда у меня нет энергии, у меня состояние такое, я просто иду и кому-нибудь говорю что-то приятное. Незнакомому что-то, там, девушка, там, мужчина, неважно, что-то. Она улыбнулась, мне это зашло, у нее энергообъем, у меня, мы оба сделали друг другу день. Просто вот таким простым взаимодействием. Это работает очень круто. Это называется энерговампиризм по белому. Есть по черному, когда подходишь к кому-то и говоришь, ах, вижу, умрет скоро у тебя в семье. А там человек, ну как эти цыганки делают, да? Вот. А там такой идет радостный, она подходит, ой, а потом тот такой, и она вся. Вот. А по белому это как в фильме «Корпорация монстров». Видели? Они вначале детишек пугали, и чтобы энергию себе наполнить, вот эти вот аккумуляторы, свои баллончики. А в конце фишку просекли, что их надо не пугать, а радовать. Когда радуешь, это гораздо больше наполняется. Вот. Когда делаешь что-то приятное, делаешь это от сердца незнакомому человеку, и ты увидишь, как вот это состояние начнет у него поменяется, и у тебя поменяется. Вот. Это одно из заданий, которые я уже сказал. Поэтому будут еще много всяких вкусных и интересных. Желаю всем туда окунуться. Ну и то, что я уже тоже озвучивал, это с родителями, с людьми, которые когда-то вам там гадости наделали. То есть это все вот эти очистительные процессы, которые... Что такое тренинг? Это такой пендель, можно сказать, и получение инструментов. Вот я тебе дал шуруповерт, тебе дал Bosch, тебе Makito. Ему дал там такую крутую пачку отверток. Да, то есть это можно все прийти на полочку дома положить где-нибудь там в кладовке, и все, оно будет лежать и пылиться, можно этим пользоваться. То есть вот эти все инструменты, что мы делали в течение вот этих дней. Вот это, то, что я вам говорю, дышать, то, что делают дети, да, во время, когда поплачут. Это переход в состояние раскрытия. В цигуне это считается вот переход в весну, в раскрытие. Почему так ребенок делает? Он этого не осознает. Это сразу грудная клетка раскрывается, лопатки сводятся, вдох, взгляд расфокусировал, состояние раскрытия. Мы чем становимся взрослее, чем мы живем более в таком суровом городе, еще и без солнца, то мы куда-то уходим в свою скорлупку, закрываемся. Вот это состояние, может, помнишь, когда холодной водой тоже на себя льешь? Холодная вода тоже раскрывает. Горячее закрытие, холодное раскрытие. Есть два основных состояния: раскрытие, закрытие. Ну, может, видели инь-янь. Ну, то есть это из этой же области дуальности. Так вот, мы больше набираем вот этого вот закрытия, когда его много-много, потом начинаются болезни, хандра, депрессии и все остальное. Раскрытие — это, в принципе, тоже состояние, вот, которое у детей, его много у детей. Вдох-вдох. Трясемся.
Вдох-вдох. Буквально пару минут вот этого, и ты смотришь, уже вроде как-то легче стало, и вроде уже не так все плохо, не такая уж и жопа. Вот. Вдох-вдох. Раскрытие. Раскрытие состояния. Не идешь ты там, не знаю, куда-нибудь на остановку, на парковку, еще состояние вот эти вот. Оно включает тонизацию вот этих состояний, которые у детей. У детей этого много. Мы это перестаем делать. А если, ну, я говорю, брать биохимию, там анализ крови, то гормон роста, который у детей его полно, после 30, там, 35 это уже прекращается. Мы уже идем на увядание. С помощью вот этих простых практик можно его в себе, вот этот вкус жизни, радость жизни, жизнь взахлеб, можно себе это прям делать и брать. Даже уже вроде там все фигово. И все. Такая основа. Взаимодействие с людьми дает очень мощный эмоциональный энергообмен, энергообъем. То есть если ты это делаешь со своим человеком, подобные практики, это круто. Умение включать. Плюс здесь я делал упор на сердце. Сердце это один из, ну это центр, да, если вот там кто-то про чакры слышал. Это центральное, это как бы вот, ну, наша основа, и если умеешь входить в сердце, и вот в это состояние, почему я часто говорю, делаем вот это. Тоже медитация на открытие сердца, когда я чувствую благодарность, хапанапона, кто-то, может, слышал техники «благодарю тебя, дарю тебе свою любовь». Это вот про это, то есть мыслями я могу ввести свою энергетику вот сюда, в состояние открытия сердца. И все, и потом уже даже любое собрание, где сидишь, ощущение, состояние, когда ты отсюда, оно очень ресурсное, очень энергомощное. Вот. Умение пользоваться всеми одинаково центрами, это круто. С этим работает и йога индийская, и тантра, и цигун китайский. Не останавливаться, идти дальше. Если есть какие-то вопросы и что сказать, можете сказать и спросить.